Около 30 тысяч памятников героям прошедшей войны уже поднялись в нашей республике. Этот должен был стать главным. Верховна Рада УРСР урочисто проголошує створення самостійної української держави України. Увидел в кино, что есть краска в баллончиках, и решили попробовать. Київ перетворюється в галерею просто неба. Уже понад 100 муралів прикрашають столицю. Це історія про новий український стріт-арт. Это изменение пространства и придавание пространству дополнительного какого-то смысла. Это уличное искусство. Скорее, это... стрит, улица. Искусство – это искусство. Это своего рода диалог с людьми. Идет человек, бац, непонятная штука. Как реагировать, не знает. Экзистенция. Это такой способ очень громко заявить о какой-то проблеме. Уличное искусство, неважно, граффити, все остальное, оно формирует такое основное ДНК города. Классно, когда люди взаимодействуют с городом, и тогда город как-то пульсирует. Такой любой месседж, любой, посыл можно сделать на улице, и в любом случае ты получаешь какой-то резонанс от этого. На сьогоднішній день далеко не всі в Україні розуміють, що таке вуличне мистецтво. А тому ставляться до арту на вулицях дуже по-різному. Никто никогда не воспринимал это всерьез. Там, не знаю, мама говорила, сколько можно там на заборах рисовать, в таком стиле. И, в принципе, обществом это тоже воспринималось, как какие-то там подростки балуются, что-то пшикают баллончиками. Опоры моста, да, вот бетонные опоры моста, она серая. Пацаны, графитчики, пришли, нарисовали кусок граффити. Пришли коммунальщики, перекрыли этот кусок не серым цветом, а болотно-зеленым. Он не в тон. И вот он выглядит, явно мимо кассы. Что было лучше, граффити или вот это вот закрашено вот кривовато? Просто молодая подруга проходит, и ей так не понравилось, что мы рисуем на здании, что она нашу же краску бросила в нас. Ее настолько оскорбило, что кто-то меняет по-своему город, в котором она живет. И она говорила про культуру, хотя ей лет 25, наверное. Всеми так воспринимается, что если ты рисуешь на улице, значит ты какой-то там типа малолетний вандал. Рисовал Гагарина. Очень смешная, дурацкая работа. И в 16-м году я ее подновил, потому что баллон выгорел. Выскочила соседка, которая там частный сектор. Твою мать! Оно только выгорело, ты это наводишь. Реально, 15 лет, да, работе. А ты это наводишь. Самая первая работа, прилетел Гуидо ван Хелтон, австралиец, и начал рисовать работу, посвященную Лесе Украинке. Начал рисовать, я уехал там по каким-то своим делам, он звонит, говорит, слушай, там какой-то мужик внизу в халате с пистолетом стоит. Ты можешь подъехать? Он вышел из дома, сказал, что если ему рисунок не понравится, он придет и застрелит меня. Я рисую одну работу, и заходит мужик, и такой, подходит мужик, и он такой, а мне не нравится. Я говорю, и кто доктор? Фигня, это вообще, я здесь живу, мне что, видеть этот бред каждый день? Я говорю, походу, да. Вот урод. И уходит. Это портит настроение, реально. Вот, на следующий день такой, слышь, я рисую уже вторую работу. Он такой, вчера был неправ. Ночью выгуливал собаку, постоял, подумал. Спасибо тебе, вот тебе 300 гривен. Спасибо тебе. Самое забавное, что когда он закончил эту работу, этот парень к нему вышел и подарил ему бутылку виски и сказал, вообще идеальная работа, молодец, класс. В то же время бывают там пожилые люди, которым это нравится, или даже один раз были полицейские, которые сказали,
Мы сделали, что этого не было, у вас здесь можно закончить. Но вы типа нас не видели. На самом деле, да, каждый человек это просто, его реакция это зеркало того, как на него реагируют, поэтому у кого все плохо, тот плохо реагирует, у кого все супер. Уже близько 25 років на українських вулицях триває неофіційне протистояння художників, які хочуть нести образи і сенси на вулицю, з комунальниками, які виконують свою роботу і замальовують зображення, а також з перехожими, які й досі часто вважають стріт-арт просто вандалізмом. За спробу зробити сіро яскравим за грати в Києві затримали художників графіті. Хлопці розмальовували залізничний тунель. Війна за мурал у Чернівцях. Стіна розврату у Харкові через знищення муралу відомого вуличного художника Гамлета Зінківського розгорнулася справжня стрит-арт-війна. Но никому не мешал этот рисунок. Хорошо, я сделаю новую работу, они придут снова вечером там, с ведром краски и снова закрасят. Історія українського стріт-арту почалася з кінця 90-х, коли захоплена вуличною культурою молодь дістала перші балони з фарбою. Раньше ничего подобного не было, и в тот момент, когда это появилось там путем заведения сюда на территорию Украины европейских журналов, все увидели, что типа такое есть, и можно это как-то повторять, потому что это было что-то необычное. И вот где-то в году, наверное, не знаю, в каком году, мне было где-то лет 11-12, я учился в художественной школе, и вот каким-то образом нам попали эти материалы. И так как, с одной стороны, мы учились быть художниками, и институциональное искусство нам обучали нас, пропагандировали и вбивали нам в голову, что есть только такая классичка. Было интересно делать то, что как-то идет вопреки вот этим всем станковым живописным законам. Это было начало 2000-х, было только граффити, и в 99-м году я дома нашел баллончик и пошел на улицу и пшикал на стенах какие-то свои закорлючки. Скажем так, первая волна муралистов, стрит-артистов, все они в прошлом граффитчики. Я учился в Академии дизайна искусств, на факультете монументалки, да. Я его называл, шутя и вообще нифига не шутя, храм-рестораны. То есть часть набожных ехала в Рашку расписывать очередные, это как раз был пик, когда начали строить вообще в России храмы, и наши художники были очень высокого уровня, их просто пачками брали. Ребята за полгода возвращались и просто покупали квартиру себе в центре. И это был просто такой способ зарабатывания бабла, ехать в Россию, расписывать храмы. Те ребята, которые не испытывали никаких пристрастий религиозных, они расписывали просто кабаки, барчики и так далее. Ты уже знаешь, что я точно не буду расписывать храмы однозначно. Я вообще не понимал, как жить и чего делать, пока не пришел Минин ко мне. Вернее, он пригласил меня в гости. У него был интернет. Это был вау левел. И он вбивает поисковичок стрит-арт и показывает мне, что происходит в мире. Я просто охренел. У меня был просто шок. Я просто сижу на кухне, мы просто час листали картинки, я говорю, слушай, чувак, мы же стрит-артом занимаемся. Впервые я попробовал, когда мне было 14 лет. Я жил в маленьком городе, город Кировская, Донецкой области. Это шахтерский такой городок, там все друг друга знают. И у нас в 2000-х годах пришла какая-то волна, до нас докатилась хип-хопа. У нас начало просто столько ребят читает рэп, ребята танцуют брейк-данс, но, естественно, появилось граффити. И я это увидел. У меня вообще город такой наркоманский, я не знаю, не для записи. У нас вообще там прям андеграунд такой лютый, у нас каждый второй, или красил, или танцевал, или если ты не красишь и не танцуешь, да, ты, просто... и мне было 14 лет, естественно, я, как и все подростки в то время, я офигел, что можно на стене нарисовать баллончиками что-то. Потому что это все заимствованная история, опять же, западная тема, она пришла сюда и началось копирование просто. То есть, если там, были пометки районов, то здесь были просто пометки, Просто потому что, мы получили продукт уже конечный. И все, и начали его тупо копировать. Граффити, стрит-арт и муралы – это разные темы. То есть в граффити все как-то попроще. У тебя есть общая идея нарисовать
кучу надписей своей команды больше, чем нарисовали другие. Вот и все, это тупо спорт. Это именно гонка там за славой. Причем такой внутри комьюнити, которая реально воспринимает только еще там 100 человек с этого города и все. Всем остальным людям как бы по барабану. Они все там дом, работа, магазин работают, им это граффити как бы до одного места. Но они не понимают, в чем разница, типа 100 кусков таких появилось или вот 50 таких. Оно одинаковое, но никто их даже не читает. Читают только субкультуру. Хоча перші українські графіті і повторювали здебільшого західні зразки, вони дали змогу вирости багатьом художникам, які вивели українське вуличне мистецтво на новий рівень. Наприкінці нульових на вулицях міст почали з'являтись перші цікаві несанкціоновані мурали, які зупиняли зацікавлених перехожих і змушували вібрувати місто. Муралы вообще как бы пошли они там с Мексики. It began in Mexico with a trio of muralists in the 1920s. Rivera's most famous painting, Man, Controller of the Universe. If you've seen the movie Frida, then you know the story behind it. Basically, he was contracted by Rockefeller. А такой стрит-арт как бы там социальный, типа Абей, там Бэнкси, все такое. Тут чуть другая история. Тут именно давление на ситуацию. Какие-то остросоциальные моменты, которые, опять же, надо вынести в люди и подать это как-то художественным образом. Мне кажется, что первый раз про какой-то стрит-арт я услышала, наверное, лет в 13 или 12 на каком-нибудь українському каналі, де вийшла якась передача, яка розповідає про таких митців. И вот, наверное, единственное, кого я знала все это время, это Вован Интересниковский. Такая глушь, степь, знаете, вот так простеляется, горизонта не видно. И вот стрит-арт украинский и Интересниковский на фоне этой глуши степи. Извините за даже какую-то банальность, но все-таки самые крутые звезды в украинском искусстве, особенно стрит-арта, конечно, Интересниковский. Это все. Это равных нет. Пока что, к сожалению. Каждый раз, когда я приезжал куда-нибудь за границу, я шел в книжный, находил полку с каталогами по стрит-арту и все время натыкался на их работы. То есть это самые жирные там каталоги, там типа лучший стрит-арт там за 16-й год, и там разные уголки планеты, и ты просто встречаешь: о, Интересниковский, о, Интересниковский, о, Интересниковский. Типа, чуваки такое сделали для Украины, что наше Министерство культуры нервно курит в сторонке по сравнению с двумя пацанами, которые, взяли и смогли. Например, вот эта стена, вот эта вот. Вот в Джексонвилле, во Флориде. Одна из моих любимых. Но она мне далась ценой страданий. Расскажу предысторию. Приглашают. Я говорю: пришлите фотку стены. Вот фотка стены. Сдалека. Вроде классно все. Пожалуйста, пришлите вблизи, чтобы я видел фактуру стены. Не пересылают, говорят: да, типа, расслабься, все нормально, она ровная. Я говорю: у меня типа такая специфика моей работы, что она должна быть ровной, так как я работаю кистями, а не спреями. Приезжаем на локацию, и я вижу, что просто невозможно на ней работать. Мало того, что там кирпичи со щелями между кирпичами, и сами кирпичи еще рифленые. Говорю, надо ее выравнивать. Мне сказали: вот, мы узнавали, на это надо $20 000. В то время как художнику платили 2. В итоге они нагнали мне ассистентов, местных художников, начинающих, с которым сказали: вот шпаклевка, надо выровнять. И они просто впервые в жизни держат этот шпатель в руке. Я их учу, как надо делать, они что-то там делают, я после них все переделываю. Не знаю, почему так, но почему мне так повезло, но у меня почти каждый проект, он вот такой вот. Когда ты переступаешь через себя, просто переживаешь какие-то невероятные трудности. Стрит-арт, мурализм — это не какое-то просто явление. Нельзя его рассматривать без контекста и оторванным от времени. Это длительный процесс, который начался там лет 20-25 назад, и
Вот он развивается. Многие еще думают, что вот рисуют муралы — это стрит-арт, но это чуть другое уже. Скажем так, это и стрит-арт, и мурал-арт — это паблик-арт. Публічне іскусство в публічному пространстві. Хоча малювати балонами на вулиці почали лише з кінця 90-х, українське публічне мистецтво має набагато глибшу історію. На вулицях і досі зберігається багато творів радянського паблік-арту. Вот в Советском Союзе были интереснейшие вещи, именно монументальные. Самые интересные проявления, на мой очень субъективный взгляд, это были советские остановки. И вообще многие говорят о том, что в Советском Союзе архитектора единственное проявление свободы было это сделать остановку. И там же использовались панно, делались какие-то далекие от пропаганды. Ростки стрит-арта как бы родом оттуда, да? Был ли стрит-арт в Советском Союзе? Были проявления творческих таких, вот, знаете, выбрыков. Дуля в кармане в то время считалась хорошим признаком интеллигенции. Вот это вот такое, знаете, отношение как бы к системе советской. Свысока, издалека. Мы как бы в ней, но мы делаем такое, как бы, что вот они не поймут, но мы делаем искусство. И искусство, оно как-то маргинализировалось, оно было как бы между строк. Вот они как бы работали между строк. Следующая композиция «Человек и олень». Как бы они вместе. Человек скачет за оленем, вот, и держит магнитофон. И он записывает звук. Дело в том, что нужно, смысл такой, не убить животного, а научиться изучить и научиться понимать животного. Ада Рибачук та Володимир Мельниченко познайомилися в інституті. Це художники радянської доби, тобто це період український модернізм. Їх роботи взагалі цікаві тим, що дуже багато якихось образів, дуже багато міфології, тобто таких от штук, які, власне, про які, власне, людина, коли дивиться, вона думає скоріше про вічне, ніж про просто якусь конкретну роботу. І цікаво, що це було в радянську добу, коли, в принципі, тоді була епоха соцреалізму, і, в принципі, такі штуки, вони були заборонені. Власне, від свого такого мишлення вони і, можна сказати, постраждали, бо стіна пам'яті, вона була надто образною тоді для радянської епохи. У 60-х роках художники почали працювати над створенням парку пам'яті, в комплекс якого входив відомий своїми модерними формами Київський крематорій. Частиною комплексу мала також стати стіна пам'яті неймовірного масштабу, висотою більше 16 і довжиною більше 200 метрів. Насправді створення стіни пам'яті зайняло у них біля 13 років. Тобто почали вони створювати в кінці 60-х, у 82-му стіну вже залили бетоном. Из нее выскочили солдаты в черных бушлатах с рациями. И нам даже казалось, что с автоматами. И через каждые 5 метров стали напротив стены. Стоять нельзя, немедленно уходите. Ада говорит, мы авторы, мы художники, мы архитекторы, мы никуда не уйдем. А он говорит, ни авторам, ни художникам, ни архитекторам здесь находиться нельзя. Срочно покиньте. Вот. И таким образом мы были во время захвата, ареста военными людьми, оцепления рельефов. Кінцево, звичайно, сказали, що ця стіна пам'яті і зображення на ній не відповідають нормам соцреалізму. Тобто там надто дуже якісь абстрактні штуки, які не зрозумілі мисленню радянської людини. Это тот жанр, который работает во времени. И заметить результаты его работы можно через 10 лет, через 15 лет. Если стрит-арт, он зажигает сразу, вау, все, сразу на следующий день средства массовой информации, все подняли, понесли, актуальность, то монументалка, она, конечно, вообще с этим не работает. Она живет в пространстве, как будто бы вне времени. Вот это, она появляется и медленно воздействует на людей. Если стрит-арт у нас ассоциируется с проявлением, актом проявления суперсвободного творчества, так как типа against the system, то в Советском Союзе тоже такое было.
Это же известная тема, что в Советском Союзе больше было поэтов, поскольку было больше запрещенных вещей. Это на самом деле дает толчок для большего развития в плане творчества, когда тебе много запретов, много рамок. Ограничения. Да, и человек по сущности хочет выйти за пределы рамок. И это даже может больше его стимулировать, чем полная свобода. Да, рамок нет, и тогда он теряется просто. А что мне разрушать? За пределы чего мне выходить? Пределов нет, и все. Когда тебя загоняют в рамки, на самом деле выстреливает очень крутая внутренняя такая борьба о том, что ты берешь и делаешь. Ты прорываешь вот этот бар'єр і починаєш создавати. З початком незалежності монументальне мистецтво в Україні майже не розвивається, але йому на заміну приходить графіті, що пізніше переросте у стріт-арт. У різних містах України починають з'являтись цікаві самобутні художники, які приносять на вулиці свої думки в різних стилях і техніках. Я ехал в Днепр, я хотел в Днепре в разных локациях делать разные работы. Я посмотрел разные локации, пособирал себе там фотографии, стенки, адреса, где можно порисовать, и пошел рисовать на гаражике. А потом нарисовал еще один гаражик, потом еще один. А потом, когда уже заканчивал 4-й гаражик, пошел и посмотрел, сколько их, вообще. Оказалось, их 16. Такой думаю, ты же не будешь делать 16 гаражей. Я сделал весь гаражный кооператив. А там кроме бомжей, алкашей и владельцев гаражей вообще никого нету. То есть очень такое место, очень убитое, невостребованное. И мне стало интересно, смогу ли я поменять ситуацию, будут ли ходить туда люди. И да, туда стали ходить люди. И это подтверждает мою историю про то, что можно искусством поменять какое-то, что-то поменять. И все. Эффект Бильбао, да, его вообще никто не отменял. Если вспомнить, как музей Гугенхайма в Бильбао создавал, скандал безумный был. Там чуть ли не мэра Бильбао не линчевать хотели на улице. Насколько я помню, даже на создание этого музея он взял кредит на город. Но при этом это стало просто меккой искусства. Начала развиваться инфраструктура, другие галереи открываться, кафешки, то-то, то-то. Теперь один из городов, куда ты хочешь в Испанию поехать, как Барселона, Мадрида, ты думаешь, 3-й город, это точно однозначно Бильбао должно быть. Я очень люблю витражи, я бы хотел им всю жизнь бы занимался. Я очень люблю стекло. Время не то. В наше-то время, когда по классификации витраж, если не ошибаюсь, проходит как предметы, как роскоши, кто будет в наше время декларировать покупку предметов роскоши, когда в стране такое творится? Поэтому витраж как жанр вообще все забудьте. И вторая причина, почему он вымирающий – свинец. До всех дошло, что свинец вреден. Олово, свинец – это такие немножко радиоактивные металлы, которые за границу не отправишь невозможно, не имея права. Это одна из причин, почему я просто рисую в стиле витражей. Как бы надеясь, что придет время, когда по моим эскизам кто-то сделает витражи. Мы сначала начали делать какие-то проекты коммерческие, а потом подумали, что классно было бы как-то побаловаться и что-то поделать на улицах. Как раз был такой проект, Максим иллюстрировал «Мисто» для издательства «Основ». И это урбанистичный роман, и его действие происходит в Киеве. И родилась такая идея, что классно было бы как-то интегрировать иллюстрации из книжки в город, потому что события происходят в этом же городе, на этом же Подоле, на этих же улицах. И Максим делал такие огромные стикеры бумажные, прям такие супер большие, и клеил их ночью по городу. И потом можно было... их супер быстро, конечно, сразу закрасили, завандарили, что Жек оторвал все, выкинул. Стрит-арт может... не знаю, как показывать душу реально, не знаю, молодежи только на стенах, даже не молодежи, точнее, всего общества. Это как подсознательное, которое вырывается в сознательное. И сознание иногда пытается его закрасить, как Жек, который перекрашивает потом стрит-арт и граффити. И потом приходили, когда я там рисовал на этой же стенке, мне приходили эти ребята
из коммунальщики, которые кричали, что я вандал. Я им говорю, ну, как бы, я готов свой рисунок спокойно закрасить, вообще без разговоров. Я его нарисую, сфотографирую и могу прям тут же и закрасить. Но кто из нас больше вандал? Вот вы, которые просто не в тон перекрасили. Если бы в тон перекрасили, все сделали красиво, чистенько, да. Но когда вы, ну, типа, граффити, там, шрифтовую композицию вы перекрываете не в тон, и оно рагульно смотрится. Вот кто больше вандал? Граффитчики или коммунальщики? ЖЭК, мне кажется, всегда на страже порядка стен. Всегда готовы выбрать цветик, не очень похожий на тот, который был в начале. Что, в принципе, тоже нормально. А что? Так оно работает. Есть как бы всегда две стороны медали. Вот одна сторона — пульсирующий город, а вторая сторона — ЖЭК на страже порядка. И это такая битва. Почему нет? Появится частная компания, уже какая-то появилась. Они будут этим всем заниматься профессионально, с керхерами, там, где надо, с краской того цвета, где надо. Мы в Барселоне рисовали. И на следующее утро, нет, буквально через 2 часа мы проходили мимо рисунка, там все стены моют керхером. Сразу. И там покрытие антиграффити, то есть ты наносишь, а там есть такая пленка, на которой оно не цепляется. И они просто смывают его, как грязь какую-то, и все. Ставлення людей до стріт-арту потрохи почало змінюватися наприкінці нульових, коли про вуличних художників заговорили в пресі, новинах і кіно. Говорили вже не як про вандалів, а як про митців. Сейчас уже, понятно, там с 2014-2015 как бы до Украины докатилась волна, это глобальная. И еще позже, спустя года 2-3, вот наш украинский арт-истеблишмент игнорировал это, вообще, что происходит, как без нашего ведома рисуются стены. Но начиная с момента, когда вот Кавс стал мега успешным, вот у нас вот все вот, стрит-арт, это вот, надо с этим что-то делать уже, что-то думать. Ну вот, благодаря Бэнкси в том числе. Да, благодаря ему это стало вообще глобальным трендом. Вот я очень отчетливо помню момент, когда мы уже с моим бывшим партнером Алексеем рисовали, ну, конкретно стрит-арт, не граффити, даже вот муралы. И в этот момент вышел фильм Бэнкси, выход через сувенирную лавку. Вот до этого пресса украинская, ну, просто рисуют какие-то подростки, какое-то граффити, а потом, опа, сразу все посмотрели фильм, все сразу стали такие обизнаны в этой теме. Сразу вот там стрит-арт, Бэнкси, вы знакомы с Бэнкси. А если до этого это был андеграунд, то вот после этого момента это уже начало потихоньку превращаться в мейнстрім. Тоді ж, наприкінці нульових, в Україні почали проводитись перші фестивалі вуличного мистецтва, у рамках яких українські та іноземні художники обмінювались досвідом і вже офіційно створювали в місті нові роботи. Мы делали с Мининым фестиваль в 2007-2008. Ну, мы учимся на стрит-артистов. Ну, по сути, и надо делать фестиваль. Давай сделаем фестиваль. И это была просто кухонная история. Там, типа окраска, спонсоров нужно искать. Но я же не знаю, как это делается. Слушай, я тоже не знаю. Слушай, пойдем в Копору. Ну, мы просто такие, знаешь, ну, мелкие, наивные художнички со своим проектом, которые, ну, приходим и говорим, ребят, нам нужна краска для фестиваля стрит-арта. Мы хотим фестиваль стрит-арта, у нас куча художников и так далее. И там сидят такие мужчины, такие, Такие, ладно, официальное письмо мы в Германию отправим. Такие, да, спасибо. И мы пишем официальное письмо, приносим им, они сами переводят это на немецкий, отправляют, и через недельку связываются с нами и говорят, ну, ребят, походу, да, Германия говорит, да, вообще однозначно да, стрит-арт это круто, и они сказали, что мы дали вам все, что вам нужно. Просто составьте список. Мы на тот момент составили список краски, что-то на $20 000. Ну, я бы сейчас охренел взять красок вообще на такую сумму, да? А тогда у меня просто хватило юношеского максимализма, такой типа, да, окей. Да, все здорово, все довольны. Ну как? Несмотря на то, что мы
посрались со всеми художниками, ну, я больше всех, потому что человек не сделал то, что планировал, или впал в депрессию, или забухал, или еще что-нибудь. Ну, короче, художники очень специфические люди. Я не очень люблю художников. Я приведу пример работы с одним художником украинским, не называя его имени, чтобы не обидеть. Был эскиз до начала работ. Я тогда улетел на неделю. И когда вернулся, это была кардинально другая работа. Это просто куча деталей. Я не говорю, что она плохая, но тот эскиз, который там показывается в районной администрации, что там будет, в любом случае ты не можешь произвольно взять и нарисовать то, что хочешь. Та работа, которую мы получили в финале, 2 разные работы. И когда я спросил художника, почему так, ты, подставил просто организаторов очень сильно. Он говорит, я художник, я деталі добавил. Спалах популярності муралів став особливо помітним у Києві після 2014 року, коли з'явилось багато художників, які хотіли висловитись на тему складних подій в країні. Такой способ очень громко заявить о какой-то проблеме. Ну, вот, например, в 2014 году, кажется, или в 2015 приезжал Вилс и на Михайловской площади там на доме сделал портрет Негояна. Там такие моменты, вот, там нарисовать в Чернобыле, но это уже вот... Мне это не очень нравится, потому что это уже скорее имитация, желание хайпануть на всем известной теме. То есть здесь тонкая грань есть. С одной стороны, это какое-то недобросовестное освещение этой проблемы в своих каких-то корыстных целях, типа попиариться. Ну, а с другой стороны, может быть действительно искреннее какое-то высказывание художника. Пізніше бажання художників висловитись на тему соціальних проблем в країні підтримала влада, після чого всього за кілька років у місті реалізували низку масштабних арт-проєктів City Art, Dynamic Urban Culture Kyiv, Art United Us та незалежний соціальний проєкт Mural Social Club, у рамках яких було створено більше 100 муралів. Идея у меня появилась в Лос-Анджелесе в 2015 году, когда я познакомился там с рядом художников, увидел, как там город поддерживает, как там развивается город, как отдельно появляются работы, как эта вся культура развивается. И вот там, собственно, родилась эта идея. Когда я вернулся в Киев, было такое неотъемлемое желание начать делать и создать подобный проект. Тогда, когда ты приезжал, смотрел на эти сумасшедшие работы, которые суперреалистичные, с тройным подтекстом, где ты смотришь, заложена одна идея, вторая, третья, и ты с таким восторгом воспринимал, думаешь, а что же у нас нету настолько глубоких работ? И они появились. Это очень грамотный пиар-ход был, что приглашают иностранных художников. Это реально здорово, потому что художник, который там из Барселоны, например, там суперизвестный барселонский художник, там испанский, да, и он приезжает в Украину и делает какой-то фасад, и на него там подписано 100 тысяч испанцев, да, и еще там 300 тысяч каких-то просто там со всего мира остальных, да, и вот он просто постит фотки, типа, я в Киеве, я здесь рисую, все круто, да. Это становится огромная реклама, что типа, вау, круто, а в Киеве что-то происходит, типа, там не только покрышки жгут, да. Там вот была такая глушь, значит, а потом появились муралы. И это как какой-то кран, который кто-то открыл, и потом он как взорвался, и начало это течь. И ты остановите! И это стало каким-то просто бесконтрольным моментом. Вот у нас, наверное, так совсем происходит, что вот сначала ничего нету, а потом, то есть не пройдя какого-то естественного пути во всем этом. Берут этих мам наших, цветок красивый, на 9 этажей. Красиво же, красиво. Когда власти дали отмашку, это все. Это уже с этого момента рисовать муралы в Киев, это уже стало дурным тоном. Слишком много за короткий промежуток, что обесценило. То есть это не должно было проходить в такие краткие сроки, потому что должен был быть очень грамотный кураторский подход с какими-то образовательными моментами. Поначалу это так и задумывалось, потом я увидел, что начали приезжать непонятным образом какие-то совершенно случайные художники непонятные, место которых
вообще в арт-мире вообще непонятно, кто это, что это, зачем. И, соответственно, ценность этого вообще ноль, никакая. В итоге имеем сегодня вот такие муралы, как на Харьковской. Людям нравится, большинству, тысячам, и хорошо. Зато наивысший мурал в Европе, когда больше гордиться нечем. Это только потому, что вот таких людей, которые вообще ничего не понимают, большинство. Просим мамаша с ребенком там, или какие-то, не знаю, подсолнухи, там, не знаю, какой-то там лелека, шаровары, вот это вот вообще то, что надо. То есть есть попса, а есть искусство настоящее. Если вот это убрать из публичного пространства, то его там ни дома не повесишь, там, тем более не в музее. То есть это просто вот нарисовал, и все, через 5 лет об этом все забыли. Но опять же, я же говорю, очень много людей в Киеве, кто делает. По барабану что. И все равно это будет считаться якобы, мы сделали авторскую вещь. А это всего лишь картинка с Пинтереста. Какие-то подсолнухи. Или еще что-то. У нас нету логического развития художников с улицы в художников, муралистов. То есть это единичные случаи. То есть у нас нет стрит-арта в Украине как такового. У нас есть прецеденты, когда делают художественное оформление или большие нарисованные рекламы, или, например, какие-то коммерческие штуки и называют это все стрит-артом. Это не от художника уже, а от заказчика. Но все это під соусом стріт-арту. Коли мурали в Україні вже стали мейнстрімом, почало з'являтись більше комерційних вуличних зображень. Великі бренди замовляють розмальовувати фасади своїх магазинів, офісів і готелів. Таким чином у художників є робота, а жителі міст далі звикають до картинок на вулиці. Должны быть художники, которые живут хорошо. Я пытаюсь поменять правила игры в этой стране. Правило такое. Художник значит худо. Художника может обидеть каждый. И прочие идиотские формулировки, связанные с художниками. Так вот, я потихонечку их стараюсь поменять. Вообще мышление людей, не связанных, не знающих художников, поменять их представление о художниках как таковых. Художник может обидеть каждого. Я это периодически практикую, я могу обидеть просто каждого. Художник это либо дорого, либо очень дорого. Нужно воспитывать культурный уровень людей, которые будут это потреблять. Непонятно, нужен он ли здесь вообще. Может, он тут и не нужен. Все варятся в своих делах, и, может быть, стрит-арт тут не нужен. То есть людям достаточно иметь картинки с вышиванками, с картинки с облачками. То есть это всех устраивает. Я рисовал его как эскиз для стены в какой-то школе в Донецкой области. То сказали, что это за мексиканские наркоманы? Надо каких-то казаков. И все, сказал, до свидания, и все. В итоге я нарисовал это в Румынии, тоже на школе. И там все довольны, не было такого ніяких казаків. За останні 6-7 років художників, що малюють на вулицях, стало більше. Зросла і кількість муралів – хороших, поганих, різних. Тому жителі українських міст так і не встигли зрозуміти, що з вуличних картин є мистецтвом, а що просто зображення лелек. Время максимального хайпа уже прошло. Стрит-арт по всему миру уже немного обесценен, только потому что когда-то это стало слишком популярным, и слишком много желающих было приобщиться к этому. Соответственно, художников больше, чем действительно нужно. Работа, действительно крутых художников обесценилась. Стрит-арт, который на заре своего зарождения, и тот, который сейчас, это уже совсем разные явления. Сейчас, мне кажется, уже не осталось никаких идей, только коммерция, и імітація уличних каких-то розкладів. Сьогодні український стріт-арт цілком відбиває реальне життя на наших вулицях. Адже тут одночасно живуть художники, які багато років старанно генерують на вулицях міст нові сенси, комунальники, які вбачають красу в лебедях із шин, і власники бізнесів, які хочуть вскочити в останній вагон тренду на стріт-арт і розмалювати фасад. Український стріт-арт і досі обмежений муралами. Так і не з'явилися стікер-арт, вуличні інсталяції та перформанси. Втім, вуличне мистецтво завжди з'являється стихійно і незаплановано. Тому, хто знає,
Можливо, на нашій вулиці ще чекає новий мистецький спалах.